Эта женщина, Джинг Ши, была беременна 17 месяцев. Врачи были озадачены, потому что никогда не видели ничего подобного. Однако, когда они провели ультразвуковое исследование, они обнаружили причину ее затяжной беременности и не могли поверить своим глазам. Джинг Ши и ее муж, Кан Сюэ, были на 7-м небе от счастья, когда в феврале 2015 года Джинг забеременела. К этому времени у них был успешный бизнес, и они чувствовали, что рождение ребенка сделает их более полноценными и счастливыми. Видите ли, для женщин в семье Джинг было нормой начинать рожать сразу после вступления в брак. К сожалению, Джинг было трудно забеременеть, и родственники плохо относились к ней из-за этого. К счастью для пары, Джинг забеременела после 3 лет попыток. Она и ее муж были рады, что сплетни и насмешки прекратятся. Они и не подозревали, что им предстоит пережить нечто еще более худшее. По мере приближения срока родов, Джинг и Кан купили все необходимое для новорожденного и на 39-й неделе отправились в больницу в надежде на естественные роды на следующей неделе. Но вместо этого они испытали самое сильное потрясение в своей жизни. На 40-й неделе врачи были удивлены, что у Джинг не было никаких признаков приближающихся родов. Врачи подождали еще несколько дней, надеясь, что у Джинг отойдут воды, но этого не произошло. После чего врачи выписали ее и сказали, что вскоре проведут повторное обследование, чтобы выяснить причину ее затянувшейся беременности. Было очень грустно, что нам пришлось возвращаться домой со старыми детскими вещами. Когда мы добрались до нашего дома, соседи были на улице и спросили: «Где ребенок? Почему у тебя такой огромный живот?» «Я почувствовала себя неловко», — рассказала Джинг. Джинг и ее муж продолжали посещать больницу каждую неделю, и врач говорил, что состояние ребенка хорошее. На 10-м месяце беременности Джинг получила результаты сканирования, и анализы показали, что у нее предлежание плаценты. Состояние, при котором плод остается в нижней части матки, вместо того, чтобы расти и вытягиваться кверху по мере прогрессирования беременности. Врачи были шокированы, потому что не знали, что такое состояние может задержать роды на такой длительный срок. Джинг и ее муж продолжали беспокоиться о здоровье ребенка, но все анализы показывали, что с плодом все в порядке. К 9-му месяцу я перестала испытывать какие-либо симптомы беременности. Меня перестало подташнивать, и меня больше не тошнило по утрам. Однако у меня были проблемы со сном из-за размера моего живота, рассказала Джинг. Самой тревожной частью этого путешествия для пары стала негативная реакция родственников, с которой они столкнулись. Некоторые говорили, что если Джинг в конце концов родит ребенка, они не будут иметь с ним ничего общего. К тому времени, когда срок беременности достиг 14 месяцев, Джинг впала в депрессию. Иногда она запиралась дома, потому что не хотела видеть любопытных взглядов друзей и незнакомцев. Она чувствовала себя очень неуверенно из-за того, что так долго была беременна. Мне было стыдно за то, что я так долго была беременна. Я начала носить одежду очень большого размера, просто чтобы скрыть свой живот. Моя семья не облегчила мне задачу, но я получила полную поддержку от своего мужа, сказала Джинг. В том же месяце она решила, что ей надоело ждать родов, и сказала врачам, что хочет сделать кесарево сечение. К сожалению, врачи сказали, что не могут этого сделать, потому что ее плацента все еще находится в неправильном положении. В этот период история Джинг стала популярной, и несколько СМИ взяли у нее интервью. Некоторые говорили, что она может попасть в Книгу рекордов Гиннесса за самую продолжительную беременность в истории. Однако не все, включая некоторых врачей, поверили ее заявлениям. Видите ли, медицинские анализы не смогли подтвердить, что срок беременности ребенка действительно превысил 9 месяцев, поэтому Джинг попросили представить документы, подтверждающие ее заявление.
Она поделилась официальным документом, выданным ей правительством и дающим разрешение на роды. Это стандартная процедура в Китае. Согласно документу, Джинг должна была родить в ноябре 2015 года, через 9 месяцев после того, как она забеременела в феврале 2014 года. Когда срок беременности достиг 17 месяцев, Джинг и ее муж снова обратились в больницу, чтобы сделать кесарево сечение, но врач сказал, что плацента еще не сформировалась. «Я устала ждать и собираюсь родить в следующем месяце, независимо от того, что говорят врачи. Я верю, что все будет хорошо», — сказала Джинг в интервью в том же месяце. Джинг сделала все в точности, как она сказала. На 18-м месяце она сделала кесарево сечение и родила здорового мальчика весом 4 килограмма. Мальчику сейчас 9 лет. Он здоровый и счастливый ребенок. С тех пор все забыли, что он оставался в животе ее матери 17 месяцев. Но это не первый случай такой затяжной беременности. Беременность Сары Хантер также длилась более 9 месяцев. Это произошло в 1945 году, но ее случай вошел в историю. Сара Хантер заметила, что она беременна через 2 месяца после начала беременности. По ее словам, до 2-го месяца у нее не было никаких симптомов беременности. Они с мужем были в восторге и на 3-м месяце беременности выбрали имя для ребенка. Они не могли дождаться встречи со своим сыном или дочерью. Они и не подозревали, что ожидание будет долгим и пугающим. Сара и ее муж часто ходили в больницу на обследование. Во время периодических осмотров врачи говорили им, что все в порядке, и ребенок развивается нормальными темпами. Однако врачи не смогли зафиксировать сердцебиение, но они заверили супругов, что рано или поздно они почувствуют сердцебиение ребенка. «Я нервничала, потому что у моей старшей сестры было 3 выкидыша, и почему-то чувствовала, что со мной произойдет нечто подобное. Всякий раз, когда мы приходили в больницу, и врач говорил, что ребенок в хорошем состоянии, я радовалась этой новости по-своему», — рассказала Сара в интервью. К сожалению, опасения Сары оправдались. На 4-м месяце беременности она заметила, что у нее перестали проявляться симптомы беременности. Частое мочеиспускание, тошнота по утрам внезапно прекратились. Сара испугалась. Она была так смущена, что они с мужем поспешили в больницу, где узнали еще более шокирующую новость. В больнице врач спросил, когда она в последний раз чувствовала шевеление ребенка. Сразу после того, как врач сказал это, Сара замерла. Она сразу же начала плакать. Она не могла вспомнить, чтобы когда-либо ощущала какое-либо движение в животе. Врач описал это движение, но Сара настаивала, что она никогда ничего не чувствовала. Что еще хуже, врачи провели сканирование, но по-прежнему не смогли определить сердцебиение ребенка. Это был очень сложный период, но врач оказал мне большую поддержку. Он заверил меня, что все будет хорошо, поэтому мы не теряли надежды, рассказала Сара. На 6-м месяце все нормализовалось, и Сара начала испытывать ощущение беременности. На 6-м месяце также произошло нечто удивительное. Сара впервые почувствовала, как ее ребенок пошевелился. Однако врачи по-прежнему не улавливали сердцебиение, но были уверены, что все будет хорошо. Врачи наконец-то обнаружили сердцебиение, когда ребенок был на 8-м месяце беременности. В положенный срок Сара и ее муж отправились в больницу, но, ко всеобщему удивлению, у Сары не начались роды. Она пролежала в больнице около 2 недель, прежде чем, наконец, вернулась домой. Врачи тоже были в замешательстве, потому что все было нормально, плацента находилась в правильном положении. На 11-м месяце история о беременности Сары стала популярной и вызвала резкую критику. Некоторые люди предполагали, что Сара потеряла свою первую беременность и что она быстро забеременела снова, не осознавая, что это был новый ребенок. Однако врачи подготовили лабораторный анализ,
который показал, что менструальный цикл женщины прекратился 10 февраля. Врачи продолжали заверять ее, что все будет хорошо. К счастью, так оно и было. 21 февраля, через год и 10 дней после зачатия, у Сары, наконец, начались схватки. Малышка, красивая девочка, которую позже назвали Диана, весила 3 килограмма. Несмотря на то, что девочка дольше находилась в животе у матери, она была здорова и выглядела как доношенный ребенок. Диана росла здоровым ребенком без каких-либо осложнений, связанных с затяжной беременностью. На сегодняшний день медики все еще пытаются выяснить, почему эта беременность продлилась более 9 месяцев. Что ж, не имеет значения, 9 месяцев или 17. Беременность каждой женщины уникальна, и ее следует отметить. Дорогие зрители, что вы думаете об этих историях? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.